Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Европа не сможет сохранить конкурентоспособность без транзита газа через Украину, и Словакия намерена добиваться его восстановления. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Владимир, пожалуйста, прокомментируйте, а так ли это? Так ли вот Фицо переживает за Европу или больше за себя? Прежде всего, Европа, наверное, ну, если так глобально рассуждать, без российского газа все-таки обойдется, а вот Словакия вряд ли. И здесь как раз вот эти две страны, которые находятся, что называется, на одной трубе, Словакия и Венгрия, по большому счету, у них главная задача – это спасти собственную энергетику и экономику. Ну и как мы видим по последним достаточно таким энергичным и бодрым заявлениям как Фицо, так и Орбана, есть такое ощущение, что глобально на Европу им, ну, в целом, грубо говоря, плевать, и их больше всего интересуют собственные проблемы, что, наверное, и правильно, потому что Европа пытается избавиться от российского газа и заставить избавиться от него все страны, которые входят в ЕС. Другое дело, что взамен она практически ничего не предлагает. Ну, вот, как мы видим с той же самой Словакией и Венгрией, их всячески стимулируют отказаться от российского газа и от российской нефти. Более того, для того, чтобы отказаться от российского газа, уже все фактически сделано. Транзит украинский перекрыт, но при этом Венгрия и Словакия продолжают получать газ по турецкому потоку. И более того, это такой прям камешек серьезный и в сторону Европы, и в сторону Украины. Тот же самый Орбан говорит о том, что любые атаки Украины на турецкий поток будут восприняты как прям личная личная угроза личной энергетической безопасности Венгрии. То есть люди уже как-то вот совершенно прямо заявляют, что, ну, наверное, может быть, от российского газа Европе стоит избавиться, но не нам. То есть мы по-прежнему считаем, что кроме как из этого источника больше газ ниоткуда мы получать не можем. Причем речь в данном случае идет не только о технической, но и об экономической возможности. Я просто напомню ситуацию в Германии, которая как раз героически избавилась от российского газа. Делала она это долго, тщательно, всеми возможными способами, включая террористические, потому что я напомню, несмотря на то, что как бы вроде по результатам расследования выяснилось, что северные потоки взорвали там украинские террористы, но тем не менее без там ведома Германии это вряд ли бы произошло. И что теперь, собственно, имеет Германия? Германия теперь имеет несколько построенных терминалов по получению сжиженного газа там, из США или из каких-то других источников, но стоимость всей вот этой операции, то есть закупка газа, его получение, разжижение, превращение в обычный газообразный метан, там, закачка в трубу и дальше раздача, что называется, потребителям, стоит столько, что немалая часть этих терминалов, а порядка 40%, по-моему, мощностей этих терминалов сейчас простаивают, потому что получение газа таким путем, оно слишком дорогое. Ну и что касается экономической ситуации, я не напомню там буквально недавнюю ситуацию, когда Siemens сообщил о том, что он вынужден будет сократить порядка 6,5 тысяч своих работников. Причем ситуация это касается не только Siemens, но и многих крупных промышленных предприятий Германии, которые сокращают сотрудников, переводят свои производственные мощности в другие страны. То есть, ну, как бы вот дорогой газ, он, в общем, бьет по карману не только частным потребителям, которых государство хотя бы как-то субсидирует, но прежде всего он лупит по голове крупных промышленников, которым с таким дорогим газом как-то становится очень тяжело и трудно что-либо производить. Все-таки газ же используется не только в качестве для выработки электроэнергии, ну, цены на которые в Европе растут прям темпами, превышающими инфляцию. Но газ же еще используется как сырье. Как себя чувствуют эти отрасли? Так ли им хорошо и вот могут обходиться без российского сырья? Тоже тяжело.
Ну, та же самая немецкая газохимия постепенно сокращает объем производства. Есть несколько закрывшихся предприятий, скажем, крупные концерны еще держатся, но, опять же, они стараются искать какие-то страны или регионы с более выгодными ценами на свое фактически основное сырье в виде газа. Ну и опять же сложности возникают у сельхозников, как ни странно, потому что газ в том числе является сырьем для производства удобрений, а в Европе сельское хозяйство, оно дотационное, и, соответственно, удобрения, которые подорожали просто в разы, они просто убивают сельское хозяйство, и что будет дальше с сельхозкой в Европе, ну, тоже большой вопрос. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Кстати, интересный факт. Недавно я об этом узнал. Из-за проблем с закупкой российского газа начались сложности у дальнобойщиков Финляндии, как ни странно. Дело в том, что в экологической Финляндии грузовики, которые ездят на дизель, ну, это, в принципе, такой европейский тренд, но как-то Финляндии это особенно коснулось. Грузовики, которые ездят на дизельном топливе, обязаны добавлять в дизель жидкость под названием AdBlue, которая, соответственно, ну, снижает там не снижает не экологичность выхлопов, то есть как бы повышает экологический там, класс двигателя и так далее. Ну и без добавления этой жидкости как бы двигатель не заводится, машина не едет. Так вот, в Финляндии у многих водителей возникли проблемы с выходом там в рейс, потому что жидкости этой нету. А жидкость, несмотря на то, что она производится в Финляндии, она делается из компонентов российского газа. А российский газ, к сожалению, Финляндия больше не закупает. Поэтому, собственно, вот даже такой сегмент, казалось бы, мало относящийся к газу, северным потокам, Газпрому, там, вот, дальнобойщики финские тоже пострадали. Тут еще поставлен очередной рекорд по выработке электроэнергии на альтернативных источниках. В лидерах там Нидерланды, Испания, ну и прочие интересные страны, но среди них нету ни одной имеющую хоть сколько-нибудь большое промышленное производство. Вообще возможно конкурентное промышленное производство на альтернативной энергетике? У альтернативной энергетики есть один серьезный минус. Она не стабильна с точки зрения выработки этой самой электроэнергии. Вот вы упомянули Испанию, да, у них существенно вырос процент выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии, но Испания является вторым по объему в Европе покупателем российского СПГ. Тогда возникает вопрос, если у Испании все так хорошо с электроэнергией, если у них там растет выработка из солнечных панелей и ветряков, зачем тогда они покупают российские СПГ, причем в таких объемах? То есть второе место, первое только у Франции, у которой, кстати, между прочим, существенно развита лучше всех в Европе атомная энергетика. Зачем же тогда им российский газ? То есть получается, что так или иначе, ну, в основном газ является основой для производства электроэнергии, и с этим спорить сложно и, наверное, даже бесполезно. Ну, опять же, промышленности нужно что? Ей нужна стабильность поставок электроэнергии, то есть как бы стабильный объем, стабильная мощность, потому что это не квартира, где можно там днем свет выключить, вечером включить, ну и, соответственно, там объемы и мощность всего этого ну, не настолько велика. Особенно в том случае, если мы будем говорить о новых технологиях, в частности, о развитии там, направления хранения данных, вот эти вот огромные дата-центры, которые получают большое количество энергии, причем стабильно. Ну и плюс ко всему новая тенденция на рынке – это майнинг, а майнинг, как мы все знаем, это огромное количество электроэнергии и, опять же, стабильность ее получения. Ну, а ВИЭ таких характеристик дать не могут. Как бы быстрые реакции промышленности Евросоюза и не ожидалось на прекращение, ну,
значительное снижение поставок российских энергоресурсов в Европу. Это все носит такой несколько затяжной характер, что постепенно некоторые отрасли начинают схлопываться так или иначе. Например, как производство удобрений, производство цемента, тяжелая металлургия, черная металлургия. Оно все в Европе тихо, спокойно прекращается. И такой вот вопрос, а через сколько примерно времени европейская экономика, промышленность замедлится настолько, что это уже нельзя будет скрывать и как-то гасить вливаниями бюджетных денег? Но, в принципе, мы уже видим какие-то признаки надвигающихся существенных проблем. Во-первых, инфляция, которая достаточно высока, а с учетом того, что Европа планирует не только тратить общие европейские собранные деньги на какие-то общие европейские там энергетические или зеленые инициативы, плюс ко всему Европа пока не собирается отменять поддержку Украины, а это, как мы видим, дело такое достаточно дорогое. Ну и плюс ко всему вложенные в украинский конфликт деньги, они потребуют какого-то возврата, а для того, чтобы что-то возвратить с Украины, необходимо вливать еще, потому что с разрушенной экономики получить что-либо достаточно сложно. Ну и как мы видим, Европа постепенно начинает превращаться ну, в такую полуколонию, что ли, США, потому что если раньше с учетом своего какого-то промышленного и технологического уровня Европа с США могла посоперничать, то сейчас, вот как, опять же, справедливо заметил министр предыдущего правительства Германии Роберт Хабек, мы должны обратиться к США с протянутой рукой, ну, условно говоря, за какой-то помощью, но постараться сделать это так, чтобы эту руку нам не откусили. И вот Европа чем дальше, тем больше начинает оказываться вот в этой позиции, когда нужно просить что-то с протянутой рукой, но есть риск, что руку-то, в общем, могут и откусить, потому что разговаривать с США как с партнером становится все сложнее и сложнее. Партнерство – это все-таки что-то такое на равных. В случае с Европой чем дальше, тем больше приходится просить, а не партнерствовать. Возможно ли такое стечение обстоятельств, что Европе придется запросить возвращение российских энергоресурсов, или они уже адаптировались? В данном случае просто нужно понимать, что Европа – это не некий единый монолит, который, в принципе, выражает общее мнение большинства стран и большинства слоев. То есть, да, Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что от российского газа необходимо отказаться, и уже сделано практически все для того, чтобы эта вот мечта стала реальностью. Другое дело, что она же, госпожа фон дер Ляйен, она же из Германии, и получается то, что она говорит, не выражает мнение всей Германии и всех ее слоев, потому что ряд германских промышленников, ну, крупным, наверное, тяжело говорить такие вещи вслух, нужно сильно как бы сломать себя об колено, вот, тем более заявления такие политические своего рода, а средний бизнес, в общем, не стесняясь, говорит о том, что хорошо было бы, чтобы вот как бы сейчас по Украине все-таки настало какое-то перемирие, а после этого давайте-ка мы, наверное, вернемся к обсуждению вопроса, как бы нам у России покупать газ, потому что пока мы у России газ покупали, все, в принципе, было нормально, мы развивались. А сейчас у нас много чего тут закрывается, начиная от булочных и заканчивая сталелитейными заводами, что, в общем, ну, жителей Германии не очень устраивает. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефти Капитал». Подписывайтесь на телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч.